Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Экстремальная жара уничтожает французскую энергетику. 4 реактора французской атомной электростанции «Гравлин» были остановлены из-за скопления медуз, фильтрующих в барабанах, забирающих охлажденную воду. Борис Леонидович, а как так получилось? Почему медузы туда поперлись? И есть ли риск подобного в России? Ну, жарко им. Это приморская, прибрежная, если угодно, атомная электростанция, прямой забор воды из моря через фильтры. Вот такой спецэффект. В России это невозможно по определению. Еще практически сразу после создания корпорация «Росатом» синхронно совпала с запретом, который Ростехнадзор наложил на атомные электростанции без градирин. У французов этого нет, хотя была масса предписаний со стороны МАГАТЭ после постфукусимских проверок о том, что необходимо увеличить степень защиты от случайного выброса радиации. Если образуются какие-то жидкие радиоактивные отходы, то есть риск того, что он вместе с водой окажется либо в реке, во Франции есть и атомные энергоблоки прямого охлаждения, то есть берем прохладную воду выше по течению, после того, как она прошла через теплообменник, через турбину сбрасываем ниже по течению. Но для того, чтобы достаточно дорогостоящую операцию, это и, соответственно, проект надо изменить и согласовать с государственным регулирующим органом и потратить немало денег на все это. Ну, у компании EDF в последние лет так 10-15 такой возможности не образовалось. Сначала, напомню, компания Арева практически была банкротом, связано это было в основном с финансовой деятельностью предыдущей генеральной директрисы, ее знаменитая покупка урановых копий в Алжире, там, по-моему, в общей сложности было затрачено около $2 миллиардов, или евро, я уж не помню, в чем там эта сделка осуществлялась. Когда контрольные органы стали в Алжире выяснять, что там с ураном, в Алжире только удивились, какой уран, ничего не знаем. Приехала белая госпожа, захотела купить участок в горах, дорогой. Продали за эти деньги, про уран ничего не знаем. Вот. И после этого для того, чтобы спасти государственную компанию «Арева», были использованы в том числе и финансы государственной компании «ЭДФ», которая является оператором всех атомных электростанций во Франции, не только атомных, но и достаточно большого количества гидрогенерации тоже у нее. Компания EDF из тех, которые действуют, наверное, самая возрастная во Франции. Образована она была решением де Голля, который просто национализировал массу маленьких электростанций, понимая, что иначе вот из всего того, что там война тоже немножко навредила, надо было наводить как-то порядок в электроэнергетике, но вот он таким методом действовал. Жалко, что этот метод никому не известен в России, и у нас огромное количество частных владельцев электростанций приносит нам радость в каждый дом. Ну да ладно. Дальше наступила пора энергетического кризиса в 2021 году. Для того, чтобы не пострадали потребители, как частные, так и промышленные, так скажем. Опять же, были извлечены деньги из компании EDF. Закупка в государственной компании осуществляется через государственную сбытовую компанию, там просто снизили стоимость закупки. И мы совсем не случайно, буквально пару недель назад слышали о том, что компания EDF прекращает все зарубежные проекты строительства атомных электростанций, кроме уже начатых. Так что они бы, наверное, были рады не попадать вот в такую ситуацию, потому что еще две атомные электростанции с прямым охлаждением, то есть холодная вода выше по течению вниз сбрасывать уже нельзя, потому что температура воды очень высокая, и такой сброс приведет просто к тому, что флора и фауна ниже по течению исчезнут. Ну, или сварятся, там, уж если повезет, можно прям из реки вылавливать уху. В этом что-то есть. Но если без шуток, то такая высокая температура, она и для самой атомной электростанции, для электрической части не полезна.
Вода должна поступать для охлаждения, а если у нее высокая температура, то и КПД падает и так далее. Так что вот такая ситуация. У французской атомной отрасли как-то болезней всплывает все больше и больше, связанные и с машиностроением, то, что там происходит, не говоря уже об удачных зарубежных и отечественных проектах. Эпопея, по-другому не назвать, со строительством атомной электростанции Олкилуота в Финляндии добавилась практически такая же у себя дома на атомной электростанции Фламанвиль. Строительство блока на Олкилуота 18 лет, строительство блока на Фламанвиле 17 лет. И Фламанвиль открыт достаточно, принят в эксплуатацию достаточно условно. Есть предписание государственного регулятора о том, что при первой же смене топлива крышку реактора необходимо будет поменять на ту, где со сварными швами все в порядке. Так что, мне кажется, не очень хорошее последствие всего происходящего, о чем думает месье Макрон и же с ним, мне сказать сложно. То, что ЕДФ регулярно подает сигналы о том, что у нее далеко не все в порядке после такого массированного изъятия финансовых средств, пока никто не слышит. Может быть, услышит сейчас, потому что не работающие уже 3 атомных электростанции, но это достаточно заметно даже для Франции с ее 58 атомными реакторами. Борис Леонидович, но ведь французские технологии, они и по миру расползаются. А как китайские АПР-1000, которые не так давно построили, грешат ли они такими болячками? Давайте остановимся на французах, потому что про американцев это отдельный разговор. Действительно, в составе атомной электростанции Тяньшань, не путать с Тяньвань, буква «Ш» – это такой, будем считать, признак слова «Ш» – шарм. Построено 2 энергоблока на базе реакторов ЭПР-1600, вот те самые, которые так долго строились в Европе, в Финляндии и во Франции. Там задержка была минимальная, всего 3 года, и практически уложились в смету, всего на 50% превысили. Не на 300, а на 30, почувствуйте разницу. Но особо никто и не скрывает, что это в основном заслуга китайских машиностроителей. Пришлось, так сказать, поддержать по старой памяти. Память действительно старая. На самом деле китайская и французская атомная энергетика, не то что близнецы-братья, но достаточно близкие знакомые, как минимум. В свое время, когда Китай смог запустить свой первый энергетический реактор, это был 1991 год, это был CNP-300, China Nuclear Plant, такое незамысловатое название, 300 – это мощность. Уже тогда руководству Китая было очевидно, что собственными силами необходимое количество атомных электростанций построить удастся, но с большим опозданием нужно было торопиться. Прошли переговоры о том, кто из представителей Большой атомной тройки, в начале 90-х она еще существовала, Франция, США, СССР, СССР, это уже теперь была Россия. С Россией переговоры были достаточно короткими, простыми, готовы ли продать технологию реакторов ВВР. Нет, ни в коем случае, спасибо, до свидания, всего доброго. Дальше должны были начаться переговоры с американскими компаниями, но на тот момент Китай еще не до конца понимал, как можно вести переговоры с частными компаниями о строительстве атомных электростанций. Напомню, что все атомные электростанции в США принадлежат частным компаниям, государственных нет. Переговоры с Францией, где на тот момент был единый консорциум, или даже не знаю, как сказать, там внутри, холдинговая структура, Фраматом. С ними переговоры прошли совершенно удачно, и в 1994 году по лицензии от Фраматома были построены, запущены, приняты в эксплуатацию, подсоединены к сети 2 реактора в составе Дайя Бэй, 1994 год, реакторы М310, это французские, французские тоже достаточно условно. На всякий случай напомню, что Фраматом – это на самом деле аббревиатура. Франция, Америка, Атом. Там свои обязательства французская страна выполнила, технологии были переданы полностью. У китайцев получилось. И с М310
дальше, получив лицензию на руки, форматом из совместного предприятия вышел. Китайцы в соответствии с договоренностью модернизировали этот блок под себя, под свои технологии. Известен он как CP тысячный, и подавляющее большинство реакторов второго поколения в Китае именно по французским технологиям. То есть достаточно странно получается. Если рассматривать китайцев как учеников, то они выучены, они работают совершенно уверенно. Начиная с прошлого воскресенья Китай вышел на круглую цифру, она даже в их нумерологии что-то там значит. Сейчас в Китае одновременно строится 30 атомных энергоблоков. Французский акцент присутствует всюду. У французов, ну вот что получается, то получается. Не будем повторяться. Достаточно странная история. И результат тоже достаточно очевиден. Большая тройка без всяких интриг, подметных писем и черных пистолетов со стороны Росатома исчезла. Просто по той причине, что американские компании, французские компании со строительством новых атомных электростанций, ну, вот так, как мы видим. То есть, практически никак, если не считать того, что умудрились сделать французы. И тройка распалась, исчезла, и совершенно неожиданно, с каким-то таким молодецким напором, задором, энтузиазмом у нас ворвался Китай в высшую лигу, и теперь большая атомная тройка стала большим атомным дуэтом. Китаю, правда, ну, расстояние, если брать Росатом и три атомных корпорации Китая, расстояние до лидера еще достаточно велико, но расслабляться нельзя. С одной стороны, это как бы немножко опасения вызывает, учитывая финансовую мощь Китая. С другой стороны, не позволяет расслабиться Росатому. Так что здесь все в порядке. Основные, так скажем, проблемные места Китая тоже известно. Нет строительства за рубежом, если не считать блоков в Пакистане. Но Пакистан для Китая достаточно условная заграница, прямо скажем. В Англии попытки лицензировать Хуалон-Хазин к результату не привели, но там больше политические причины. Пока новых зарубежных блоков у Китая просто нет. И то, что у Китая отсутствует как класс, это переработка облученного ядерного топлива, тоже их больное место, поэтому на день сегодняшний Росатом остается единственной в мире атомной корпорацией, которая предлагает полный цикл услуг по вхождению в атомный клуб или по строительству для любого заказчика, который уже имеет свой сектор атомной энергетики. От разработки проекта до обучения специалистов, если необходима помощь с законодательством по требованию договора о нераспространении ядерного оружия, все остальное может выполнять Росатом в одно лицо. Разработать проект, получить лицензирование у государственного регулятора, построить, обслуживать, забирать облученное ядерное топливо на переработку. И будем надеяться, что после ввода в строй реактора Брест-300 мы сможем перерабатывать и то, что остается после переработки облученного ядерного топлива. Те самые минорные актиниды, период полураспада которых исчисляется сотнями тысяч лет при высоком уровне радиоактивности, который требует строительства дорогостоящих геологических захоронений, именно геологических, потому что такие сооружения в течение 300 тысяч лет должны функционировать, не давая доступа посторонним на объекты, не давая радиоактивности попасть в природу. Уже проведены все проверки. Минорные актиниды в активной зоне реактора дожигаются до состояния более короткоживущих изотопов. Там счет идет на сотни лет. Да, долго, но это не сотни тысяч лет. Такие инженерные сооружения человечество строить уже научилось. Уже с этим все в порядке. Все исследовательские работы проведены в ФИИ, физико-энергетический институт Обнинск. Сейчас тепловыделяющие сборки с имплементированными в них минорными актинидами уже находятся в активной зоне реактора БН-800. Так что в этом направлении у Китая огромная дистанция. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.